Итак, сегодня мы обсудим, почему моделизм – это не red flag, а золотой стандарт хобби для мужчины. 6 причин, почему моделист – отличный партнер. Итак, если ты моделист и тебе когда-либо приходилось оправдываться за свое хобби перед друзьями, родственниками, особенно перед своей девушкой или женой, то это видео поможет тебе объяснить, что все на самом деле по-другому. Просто пришли ей ссылку, и, возможно, она взглянет на твое увлечение совершенно новой стороны. Не как на странность, а на как окно в твой характер, в твою силу, в твою глубину. А если ты та самая девушка или жена, просто досмотри это видео до конца, и, возможно, ты услышишь то, чего раньше не замечала. В наш век клиповости, быстрых решений и поверхностных суждений мы все чаще склонны оценивать людей по внешним признакам, потому как они одеваются, чем интересуются, что публикуют в социальных сетях. Особенно это заметно в мире знакомств и романтичных отношений. Каждое хобби, каждый элемент быта, каждый предмет в квартире может оказаться ред-флагом, то есть тревожным сигналом, который будто бы говорит: «Стой, разворачивайся, с этим человеком тебе будет не по пути». Ну а купить все необходимое для моделизма, будь то наборы для сборки, краски, инструменты, вы можете в магазине «Модельная лавка». Там регулярно появляются новинки от Звезды, от АВД, от других мировых производителей. Для первого заказа действует промокод, который вы видите на экране. Он дает вам скидку в 500 рублей. Но если вы бывалый пользователь лавки, то есть промокод Даша, и он дает вам скидку в 10%. Так что ссылка на магазин в описании. Переходи, там и все действующие промокоды. Поехали. Ну и что же такое Red Flag? Это неформальный термин, обозначающий поведенческие сигналы или особенности человека, которые могут указывать на потенциальные проблемы в отношениях. Например, агрессия, эмоциональная незрелость, финансовая безответственность, отсутствие амбиций и нездоровая привязанность к матери. Все это воспринимается как признаки, что отношения с этим человеком могут быть токсичными или обреченными. С каждым годом таких красных флажков становится все больше, и все труднее разглядеть за ними настоящего человека. Для современной девушки задача найти по-настоящему зрелого, надежного и при этом интересного партнера усложнилась. Мир полон мужчин, не знающих, чего они хотят, не умеющих брать ответственность, живущих по принципу «как получится». Именно поэтому хобби, указывающее на наличие цели, терпения, дисциплины и внутреннего стержня, как моделизм, должно восприниматься не как странность, а как потенциальное сокровище. Одним из таких хобби часто становится моделизм. Мужчина, который увлеченно собирает миниатюрные танки, самолеты, корабли, создает диорамы или реконструирует исторические сражения, может внезапно оказаться под шквалом критики. Мол, зачем взрослому мужчине заниматься игрушками? Почему у него вся комната в коробках? Почему он тратит на это столько времени и денег? Это же очевидный инфантилизм и уход от реальности. Ну а больше моих фото и видео вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Boosty. Там вы также сможете поддержать мою деятельность и попасть в титры к видео. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео, так что тоже рекомендую подписаться еще и на мой Telegram. Там оперативно выходит информация о моих новых видео на канале Даша Models и Даша Техник. Ссылочка на Telegram есть тоже в описании. Но если не спешить с выводами, становится ясно, моделизм вовсе не тревожный признак, а скорее маркер определенных качеств, которые могут быть чрезвычайно ценны в партнерстве. Терпение, внимание к деталям, эмоциональная устойчивость, практичность, интеллектуальная глубина и уважение к личному пространству. Вот что скрывается за аккуратно склеенными моделями. Итак, мы разберем 6 ключевых причин, по которым моделизм стоит рассматривать не как препятствие для отношений, а как потенциальную ценность, а также дополнительные качества, которые моделист развивает благодаря своему увлечению и которые делают его не просто неплохим вариантом, а потенциально идеальным партнером. Терпение и внимание к деталям – это редкие и ценные качества в отношениях, а моделизм – это ремесло, в котором нет места спешке. Работа с мелкими деталями, аккуратное склеивание, шлифовка, покраска, состаривание, создание исторически точных реплик – все это требует колоссального терпения. Моделист способен потратить десятки часов на создание одной модели, отслеживая малейшие нюансы. А теперь представьте, этот человек вступает в отношения. Он не ждет мгновенного результата, не бросает дело при первых трудностях. Он умеет работать над процессом, а не только ждать финала. Он понимает, что гармония требует вложения и времени, и усилий, и настроя. Его хобби научило его терпению, концентрации и способности принимать несовершенство как часть пути. Но еще про детали. Этот партнер, который заметит, что у вас плохое настроение, что вы сменили аромат духов, что вы не допили утром кофе, и он знает, что мелочи имеют значение, и умеет делать из них большую картину.
И второе, увлеченность – это признак внутренней жизни и эмоциональной устойчивости. Человек, у которого есть настоящее хобби – этот человек с внутренним миром. Увлеченный моделист не сидит на месте, не скучает и не требует постоянного внешнего стимула. У него есть дело, которое радует его душу и наполняет смыслом. Это означает, что он не будет делать вас центром своей вселенной и тем самым не перегрузит отношения. Кроме того, моделизм – это хобби, которое успокаивает, медитативно структурирует внутреннее пространство. Мужчина, собирающий модель, переключается с повседневного стресса, восстанавливает эмоциональный ресурс, входит в поток. Это снижает риск импульсивного поведения, вспышек раздражения, эмоциональной незрелости. Он знает, как заботиться о себе, а значит, будет более устойчив в отношениях. У моделиста, как правило, руки из правильного места. Это означает практичность в быту и заботу. Моделист, как правило, это человек, у которого есть базовые, а то и продвинутые навыки работы руками. Он умеет пользоваться инструментами, знает, как что-то починить, собрать, подклеить, покрасить. У него дома всегда есть клей, наждачка, краски, освещение, пинцет и лупа. А это значит, что он точно справится с Икеей или же розеткой, которая что-то глючит. Кроме того, моделизм требует организации пространства. У настоящего моделиста все аккуратно. Краски разложены, кисти помыты, детали подписаны. И это свидетельствует не только о внутренней дисциплине, но и о способности выстраивать порядок в жизни. Такой человек способен быть надежной опорой в быту. Точно не растеряется, если нужно быстро что-нибудь починить, всегда поможет с переездом. И также не забудет, где лежат важные вещи. Также моделисты обладают уважением к истории и культуре. Моделизм часто сопровожден с глубокой исторической реконструкцией. Моделисты изучают эпоху, униформу, архитектуру, технику. Они могут часами спорить о цвете брони французского танка или же о форме носа немецкой подлодки. Это не просто игра в солдатики, это познание мира через детализацию. Человек, способный уважительно и глубоко относиться к истории, культуре, технологии, это интеллектуальный партнер. С ним интересно поговорить, он знает, о чем говорит. Способен связать прошлое с настоящим, задать неожиданный вопрос, рассказать удивительные факты. Это не пустой собеседник, это человек с багажом знаний, которых хватит не только для хобби, но и для интересной совместной жизни. Одним плюсом моделиста является эмоциональная зрелость и способность к саморефлексии. Собирать модель – это значит учиться и мириться с ошибками. Что-то пошло не так, краска легла неравномерно, деталь потерялась, пришлось начинать заново. Моделизм учит справляться с фрустрацией, не срываться, а находить выход из ситуации, пробовать еще раз, а значит развивать эмоциональную зрелость. Такой мужчина не будет устраивать истерику из-за недосказанности. Он умеет быть один, не боится процесса, способен признать свои ошибки. Он не идеален, но он работает над собой. Его хобби – это не бегство от жизни, а постоянная тренировка зрелости и устойчивости. И это очень важно в отношениях, где партнеры сталкиваются с разными трудностями. Ну а следующий плюс моделиста – это его способность уважать границы. Комната моделиста – это его уголок с полками и коробками, а не просто мальчишеская берлога. Это проявление личности. Это его зона комфорта, точка сосредоточенности и восстановления. Это пространство, которое можно разделить. Если он захочет, он с радостью покажет вам, что собирает, как раскрашивает, объяснит, почему это важно. Или же это пространство, которое учит уважать его границы. В отношениях важно не растворяться друг в друге, а уметь быть рядом, сохраняя автономность. Моделизм помогает этому научиться. У каждого свое хобби, свое дело, своя комната. И при этом общее пространство любви, доверия и уважения. Это зрелая современная модель партнерства. Следующим плюсом моделиста является умение его ставить цели и достигать их. Каждая модель – это проект, от идеи до финального слоя лака. Моделист проходит десятки этапов: изучение информации, планировка, работа с материалом, сборка, доводка, оформление. Это требует стратегического мышления, настойчивости и умения доводить начатое до конца. А теперь представим, если такой мужчина способен месяцами работать над моделью, то и в жизни он также сможет строить карьеру, бизнес, дом, отношения. У него развит навык доведения дела до результата. Это не хаотичный типаж, бросающий начатое на полпути. Он умеет выстраивать цель и добивается ее. И самое интересное, при правильном, чутком и уважительном подходе женщина может мягко направить эту способность в нужное ей русло. Он способен работать ради будущего, ради семьи, ради общего блага, если чувствует, что с ним рядом партнер, понимающий и поддерживающий его.
Ну а вот дополнительные качества, которые делают моделиста ценным партнером. Первое – это умение концентрироваться. Моделист способен часами работать над одной задачей. А это не просто усидчивость, это способность быть внимательным, не отвлекаться, погружаться в суть. В отношениях это означает умение слушать, быть здесь и сейчас, замечать важные моменты. Следующее качество – это устойчивость, ведь моделисты часто интроверты, и они не нуждаются в постоянной стимуляции извне. Они ценят уют, стабильность, способны на глубокие отношения и не склонны к драме или поверхностным связям. Также моделисты обладают желанием учиться, ведь моделизм требует постоянного развития. Такой мужчина постоянно впитывает знания, развивается, интересуется новым, а значит и отношения с ним будут развиваться, а не стагнировать. Моделисты обладают аналитическим складом ума. Он мыслит структурно, умеет планировать, просчитывать и прогнозировать. Этот партнер, с которым легко обсуждать бюджет, планы на отпуск или же строительство дачи, и не бояться, что он все забудет или испортит. Следующим качеством моделиста является системность и аккуратность. У моделиста все на своих местах. Эта черта переносится и в совместную жизнь. Порядок, чистота, структурированность – все это делает быт легче и также приятнее. Моделисты, как правило, не нуждаются в том, чтобы доказывать свою крутость. Они спокойны, надежны, уравновешены. Это зрелая, безопасная мускулинность, без токсичных крайностей. Но если мужчина может так страстно относиться к своему хобби, значит он способен и на страсть в жизни. Он умеет любить не на словах, а в деле. Если вы для него важны, то он вложит в отношения всю ту же энергию. Общество быстро навешивает ярлыки. Мужчина с гитарой – романтик, с фотоаппаратом эстет, с гирей – брутальный. А вот моделист якобы странный, замкнутый и инфантильный. Но если приглядеться, окажется, что это один из самых сбалансированных, спокойных и надежных типов партнера. Он не гонится за внешним блеском, не строит из себя героя, не пускает пыль в глаза. Он просто делает свое дело с вниманием, терпением и любовью. И если повезет, он также будет строить и ваши отношения шаг за шагом, с любовью к деталям, готовностью работать, уважением к вашей индивидуальности и с искренним желанием построить что-то настоящее. И так что, если вы встретили мужчину, увлеченного моделизмом, не спешите разочаровываться. Возможно, вы нашли не ред флаг, а тихое и спокойное пламя, которое способно согревать долго и по-настоящему.